алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Я искренне рад приветствовать каждого из вас словами мусульманского приветствия и передать от имени председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и председателя Совета муфтиев России, муфтия шейха Равиль Хазрата Гайнуддина, искреннее приветствие. Мы сегодня собрались на важном мероприятии, и разрешите тоже вначале определить определенные свои мысли для того, чтобы наше обсуждение стало полезным для всех нас. Наши реалии таковы, что в случае вооруженных конфликтов и разного рода противостояния самими уязвимыми, незащищенными, к сожалению, оказываются мирные люди. Среди них есть и верующие, которые порой находятся в центре конфликтов. И это, равно как их защита от угроз, требует самой широкой огласки и обсуждения не только на уровне правозащитных организаций, но в части принятия соответствующих политических решений. Одним из таких намерений, как нам представляется, могло бы стать принятие на законодательном уровне целого ряда решений, направленных на защиту чувств верующих, разработку которых предлагаю обсудить здесь, на нашей площадке, исходя из вашего, уважаемая коллега, опыта и текущей религиозной ситуации в мире. Сегодня, к сожалению, мы можем констатировать, что попытки разжигания межрелигиозной розни и вражды и осквернения религиозных святынь нередко идут рядом и в сущности являются звеньями одной цепи. Кризис духовности во многих обществах, потеря нравственных ориентиров, девальвация традиционных духовно-нравственных ценностей сказывается негативно на жизни и укладе людей. Мы, как представители духовенства, воспитанные в своей вере и традициях, призывающих ко всему благому и духовному, должны нести свое служение и проповедь людям, напоминать им о важности и ценности жизни, воспитывать в сердцах и душах верующих богобоязненность, добрые чувства, такие как милосердие, отзывчивость, усердие в добрых делах. И особенно, считаю, мы должны воспитывать уважение к человеку, независимо от его веры и происхождения. Для нас, мусульман России, уважение к человеческому роду предписано самим Всевышним Аллахом в Священном Коране. И Аллах призывает: «О люди, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга». Конец цитаты, Священный Коран, 49 сура, 13 аят. Таким образом, воспитание уважения к человеку, а шире ко всему человеческому роду, это часть нашей веры, и уверен, для всех нас это путь в созидательное будущее, в гармоничное, неконфликтное существование разных народов и разных культур. Наш моральный долг, как верующих людей, всегда сопряжен с долгом религиозным, с исполнением своего предназначения на земле в мире людей. Одним из таких направлений является наша миротворческая миссия, народная и духовная дипломатия, цели которой разрешать конфликты, призывать к справедливому, к ответственности за судьбы и жизни людей, особенно мирных граждан. Таким образом, цели нашего дипломатического служения можно обозначить как быть своего рода мостом дружбы и диалога, посредником между сторонами, налаживать и укреплять узы дружбы и благотворного сотрудничества. И считаю, что межрелигиозные миссии посредничества о справедливом мире сегодня актуальны, поскольку в современном мире существуют конфликты, затрагивающие в том числе и религиозные чувства людей. Таким конфликтам
например, сегодня представляется ситуация в Палестине, которая практически близка к гуманитарной катастрофе. Конфликт на Святой Земле требует скорейшего разрешения, справедливого исхода для многострадального палестинского народа. Все наши молитвы об этом. Со своей стороны, мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации выступили с официальным призывом о прекращении конфликта. В нем говорится, что мы призываем стороны конфликта воздержаться от его эскалации, обеспечить безопасность, остановить гибель гражданских лиц и перейти к полноценному диалогу, основываясь на мирных инициативах региональных и мировых держав, включая Россию. Только понимание сути и причин незаживающей десятилетия раны на теле Ближнего Востока позволит выйти из кризиса, угрожающего глобальной стабильности. Думается, что эта проблема сегодня особенно актуальна для тех мест, я сейчас говорю об особом международном статусе духовенства мировых религий, где происходят вооруженные конфликты, в результате которых страдают люди, разрушаются храмы, которые, к слову, нередко становятся местами укрытия от ужасов войны для женщин и детей, мирных граждан. В таких условиях обеспечивать пастырям, наставникам беспрепятственный доступ к верующим и не только к ним, считаю важным и необходимым. Направление межрелигиозного диалога в современной международной ситуации тоже призывает нас действовать по вопросам сегодняшнего дня, по повестке дня. Нам представляется, что межрелигиозный диалог и в целом межрелигиозная коммуникация позволяет не только людям разной веры и культуры находить общий язык друг с другом, но и вместе и сообща трудиться во благо общества и людей. Одним из направлений и целей такого сотрудничества может быть противодействие влиянию деструктивных сект и экстремистских течений, которые призывают к насилию, нарушению порядка, кровопролитию. Поэтому умение и, главное, желание сторон налаживать постоянную межрелигиозную коммуникацию позволит нивелировать влияние деструктивных сект и экстремистских течений, поскольку сам диалог будет способствовать познанию религиозного другого, иных традиций, а это значит, что не останется той пустоты или почвы для проникновения всякого рода деструктивных элементов. Пасторская профилактика в работе с верующими, информационное служение духовенства сегодня в повестке дня и у нас в России. Наши реалии таковы, что мы живем в век массовой цифровизации, и это открывает для всех нас новые пути и горизонты, просторы для пасторского духовного служения. К тому же, зачастую именно социальные сети становятся местом, откуда, с одной стороны, идут потоки новой информации, а с другой – местом вербовки, целью которой зачастую является наша молодежь. Поэтому считаю важным, чтобы духовенство и религиозные служители активно задействовали в своей деятельности не только традиционные способы общения с верующими, в храмах, например, и во время проповеди, но и были готовы взаимодействовать через средства массовой информации и социальные сети. Со своей стороны, хотел бы подчеркнуть, что в нашем духовном управлении мусульман Российской Федерации активно используется этот интернет-ресурс, и посредством них доносим до широкой общественности результаты нашей деятельности, а также взаимодействуем со всеми добрыми людьми, которые готовы привлечь свое внимание и свои знания в решении сегодняшних проблем и отвечать на вызовы современного мира. Я
искренне благодарен организаторам данной конференции и надеюсь, общими усилиями мы сможем, иншаллах, достичь тех результатов, которые стоят перед нами, религиозными деятелями. Спасибо огромное.